Так, дорогие мои, добрый вечер. Сегодня у нас вебинар «Квантовая психология. Переход в новое время». Почему я назвала вебинар громким, таким громким названием? Да потому что так оно и есть, ничего здесь нет громкого. Давайте мы сейчас поговорим. Начнем с того, что я вначале представлюсь. Давайте вначале я покажу вам план вебинара. Мы сегодня обсудим, но это план, в общем-то, как бы для меня, чтобы я не растекалась, а говорила вот по этому плану. Почему пришло время квантовой психологии, почему игры ума ни к чему не приводят, почему вы не получаете результат, что такое изобилие, как получать удовольствие от жизни, и мы сделаем практику. Но это будет энергопрактика в конце. Так, вы меня знаете, но кто меня не знает, я опять представлюсь о себе коротко, что у меня 2 высших образования. Я биолог, у меня есть степень по биологии и английский у меня второй диплом. Я также дипломированный мастер разборов, я регрессолог и психосоматолог. То есть закончила школы по регрессиям и академию проработок. Кроме того, я работала за рубежом более 10 лет, в Великобритании, США, работала в университетах. У меня были проекты по биомедицине, например, один был связан с опухолями головного мозга. И у меня есть публикации, я участвовала в научных конференциях, с докладами. Сделала, как мастер разборов, я сделала разборы, диагностики делала и проработки регрессии в прошлое воплощение души. Вот. И в этом году я создала онлайн-школу психосома и свой первый курс по психосоматике. Вот это коротко обо мне. Теперь поговорим немного о законах, да, естествознания. То есть мы знаем, что такое появилось новое направление, новая ветвь, квантовая физика, очень популярная, потому что у нас появился новый взгляд на мир. Мы поняли, что мир – это не просто материя, это еще и энергия. А вот законы естествознания, самые, так сказать, основные, это закон сохранения энергии, который гласит, его еще называют закон термодинамики, да, что энергия, она не создается, ее нельзя ни создать, ни разрушить. То есть она может переходить из одной формы в другую, например, электрическая, химическая, там, в тепловую, например, и так далее, но она всегда сохраняется и не разрушается. Это такой постулат, да. И второй закон естествознания гласит о сохранении энергии, о том, что материи, да, что материя, она не исчезает, а превращается из одной формы в другую. Вот эти 2 таких базовых закона естествознания. И на основании вот этих 2 законов Альберт Эйнштейн создал свой закон, знаете, о том, что масса и энергия являются 2 различными формами одного и того же проявления. То есть, например, мы знаем о двойственной природе, да, например, электрона, да, то есть он с одной стороны является частицей, материальной частицей, а с другой стороны он является энергией, да. Но я тут не впадаю в подробности. И согласно теории Эйнштейна, относительности Эйнштейна, масса и энергия в своей основе являются одним и тем же и могут превращаться друг в друга при определенных условиях.
Вот. Ну, это действительно открыло новый взгляд на квантовый мир, о том, что мы не живем в каком-то вакууме, мы не живем, как говорили раньше, в эфире каком-то, да, в средневековые там времена. Потом, значит, Фарадей открыл закон или о том, что вокруг нас все это электромагнитные волны. И, наконец, вот дальше мы развиваем эти понятия и приходим к тому, что действительно вокруг нас идет мощный обмен энергией. И мы тоже сами имеем двойственную природу. Мы являемся, с одной стороны, материей, а с другой стороны, энергией. Да? И вот об этом мы тоже поговорим. Теперь, вот поскольку это была вводная такая часть, чтобы мы поняли, да, что мы живем в мире, окруженном энергией, что мы обмениваемся энергией. Да? Давайте теперь поговорим, собственно, что такое человек, что это такое. Это энергия, это материя, это двойственная какая-то природа. Что такое наше тело человека? И самое интересное, что вот эти вещи, эти знания, они были известны в древние времена. То есть я не открываю тут какую-то там квантовую физику. О том, что наше энергетическое тело состоит из, собственно, 7 тел, энергетических тел. Об этом, ну, собственно, известно еще в древние времена. Да? Вот, например, в древних индийских писаниях об этом писалось, там в древних китайских писаниях тоже говорится об этих энергиях, да, поэтому мы сейчас это все с вами обсудим. Так вот, наше тело, к сожалению, мы забываем об этом, и мы рассматриваем вот нашу физическую оболочку как наше тело, понимаете? Но дело в том, что надо напомнить, что наше физическое тело – это только одно из остальных тел. На самом деле их много, да? То есть вот как бы основных 6 тонких тел помимо физического тела. И также через наше тело проходят энергетические центры, каналы, меридианы. Вот. Тонкие тела человека. Давайте вот сейчас мы их рассмотрим. То есть наше тело, энергетическое тело человека, оно состоит вот из этих слоев, да, то есть помимо физического тела. И каждый новый этот слой, он состоит из более тонкого слоя, более высокоорганизованного слоя. И каждый этот слой мы можем развивать и управлять. Ну как-то, почему такой вывод? Просто потому, что каждый слой, мы будем говорить сейчас об этих основных 4 первых слоях, они, собственно, зависят от нас, то есть от наших эмоций, от нашей энергетики, насколько мы прокачаны, понимаете, да? То есть мы их можем прокачать. И на этом основании мы можем, собственно, и развивать эти слои тонкие и научиться ими управлять. То есть, собственно, наше тело, так же, как и наша душа, все время стремится к развитию, к совершенствованию. И поэтому так устроено наше тело, что мы можем им управлять. И вот в частности в психосоматике, когда мы говорим о болезнях, о симптомах, то, собственно, когда мы прорабатываем, да, то мы прорабатываем не только физическое тело, мы прорабатываем и другие тонкие слои. Вот мы об этом тоже сейчас коснемся, об этом. Так, и все эти слои, они взаимосвязаны, и они представляют единое целое человека. Вот. Поэтому нам очень важно это понимать. Так, минуточку. Вот, пожалуйста, смотрите, вот здесь показаны на энерготела человека. То есть физическое тело, да, мы его видим.
но мы не видим остальные тела. Есть, конечно, люди, которые видят, есть такие экстрасенсы, есть целители, есть люди, у которых есть какие-то необыкновенные особенности, сенсорные особенности, чувства, которые могут это видеть. Там, телепаты, например, да, они могут это видеть, они могут считывать даже чисто энергетически. Мы сами чувствуем, когда мы, например, приближаемся к человеку, какая от него идет энергия, да, позитивная, негативная, сильная, слабая, мы это все чувствуем на таком, может быть, тонком уровне, что мы, может быть, просто не можем это выразить, но мы это чувствуем интуитивно. Вот сейчас давайте мы поговорим о всех этих тонких телах. Физическое тело – это вот как раз-таки суммарный результат деятельности всех тонких тел. То есть, глядя на ваше физическое тело, мы можем сказать, насколько здоровы все остальные слои, энергослои вашего тела. Вот. Следующий эфирное тело человека – это тонкий слой от 1 сантиметра до 15, вот, который от поверхности кожи человека. И в этом теле находятся тоже жизненные центры человека. Дальше идет астральное тело. Вот астральное тело или иначе аура, да? То есть некоторые люди могут видеть эту ауру. Мы тоже можем ее увидеть. Есть такие специальные упражнения, где можно это увидеть. И вот здесь как раз-таки сохраняются наши эмоции, вот эти страсти, желания человека. Да? Поэтому вы понимаете, когда мы проработаем с эмоциями, да, мы тоже прорабатываем это тело, да, и эфирное, и астральное, вот эти тела мы работаем с ними. Он участвует в энергообмене между людьми и окружающей средой. Следующий слой – ментальный слой. Вот здесь как раз-таки вот в этом слое хранится информация, наши мысли, наши знания, весь наш опыт этой жизни, да, воспоминания, программы, которые мы записали. То есть когда мы работаем с установками, с программами, мы работаем, собственно говоря, тоже и с этим слоем. Да? И вот эти 4 слоя, эти слои, они, в общем-то, умирают вместе с физическим телом. То есть они распадаются. Ну, не сразу, но постепенно. Например, когда человек уходит из жизни, эфирное тело остается еще с ним. И астральное, ментальное, какое-то время остается. Например, ментальное тело уходит уже на 40-й день. Да, поэтому мы можем ощущать, да, мы можем чувствовать человека ушедшего. Поэтому очень важно, да, помнить, что человек еще, его душа, его даже вот эти тонкие слои тела еще присутствуют в этом мире до 40 дней. А даже я слышала до года. Даже до года, в год тоже очень важно вспоминать и делать поминки, чтобы душа могла спокойно вернуться к себе домой. Вот следующие 3 слоя – это уже слои, которые вечные, они не распадаются, и они относятся к нашему высшему «я», к нашему духу. Интеллектуальное тело – это высший разум. И с помощью этого разума человек может познавать истину через интуицию. Духовное тело, его еще называют будхическое. Это мир чистой духовной мудрости, знания и любви, соединенных в одно целое. И высшее духовное тело еще называется атмическое.
это самая тончайшая материя, оболочка духа. Это часть человека, собственно, которая и является проявлением духа, Бога, Абсолюта. И вот когда мы работаем тоже, да, прорабатываем, да, какие-то проблемы человека, то мы тоже обращаемся к этим нашим слоям нашего тела, духовного тела, потому что оно соединяет нас с Абсолютом, с Богом, с миром душ. Теперь вы понимаете, насколько важно понимать, что наше тело – это не только физическая оболочка, да? Вот. И эти 3 последних слоя – это самые высшие слои, которые и, собственно, являются проявлением нашего высшего «я» или духа. Теперь вот, зная законы квантовой физики, да, законы естествознания, что материя и энергия, законы сохранения материи и энергии, да, теперь мы начинаем немножко понимать, да, что, смотрите, если вот первые слои, они больше были материальные слои, относятся к миру материи, то более высокие слои, они относятся больше к миру духовному. Вот в этом, собственно, и проявляется наша двойственная природа человека. Вы знаете, что человек, да, по своей природе, он действительно, вот его дух, душа, это, собственно, и есть человек, а физическое тело его – это животное. Понимаете? Вот в этом и есть как бы двойственность человека. Вот здесь вы можете увидеть, что наша душа, смотрите, вот очень интересно, как возникла душа, да? Самым первым проявлением было появление монады. Монады – это как вот частица Абсолюта, духовная частица. И из монады возникла, собственно, 12, она дает ответвление 12 душ, создает 12 душ, это группа душ. Каждая душа, в свою очередь, она проявляется в 12 личностях. И вот здесь вы видите, что то есть одна душа может проявляться не только в одной личности, а в 12 личностях. То есть поэтому это тоже группа душ, и нас объединяет высшее Я, да? И вот когда мы стремимся к соединению с нашим источником, Абсолюта, то мы достигаем вот этого наивысшего уровня, мы стремимся туда, к высшему Я. Это и есть проявление нашего духа. Но это говоря таким самым простым, понятным языком. Теперь поговорим о жизненной силе человека. Ну, мы говорили это на нашем курсе, о том, что через наше тело протекают энергетические меридианы, циркулирует энергия, которая заряжает наше тело энергией, да, каждую его клетку. И ее называют по-разному. В китайских источниках ее называют 3 энергиями ци, цин и шень. В древнеиндусских писаниях, ведах, упанишадах говорится об энергии праны, которая тоже бывает разных видов. Там прана, которую мы получаем через пищу, через воздух, через энергию космоса. Да? Также энергия кундалини, шакти, тоже энергия, которая поддерживает энергию человека. Вот здесь вы можете увидеть, да, что наши чакры, да, мы берем только 7 основных чакр, потому что на самом деле их очень много, несколько, до там 47, кажется, чакр.
мы берем основные чакры, и каждая из этих чакр, в свою очередь, как бы управляет какой-то тонкой оболочкой тела человека. Посмотрите, видите, что самая первая, низшая чакра, Муладхара, она управляет нашим физическим телом и так далее, да? Вот. И самая седьмая чакра, Сахасрара, она управляет духовной оболочкой, самой высшей, да, атмической оболочкой человека. Далее. Энергетические центры, ну, мы все знаем про чакры, их так и называют, их еще называют как бы колесами, и они как бы вращаются, они находятся в постоянном движении. И если мы находимся в каком-то состоянии упадка, у нас не хватает энергии, значит, происходит блокирование какой-то чакры или нескольких чакр. Эти чакры называют также центрами космического сознания, да, а следовательно 7 уровней сознания, как я уже показала вот на этом предыдущем, да, рисунке. 7 оболочек – это 7 уровней сознания, и им соответствуют 7 чакр. 7 главных чакр – это, собственно, центры управления вот этими 7 телами человека. И мы можем активировать эти чакры и восстановить их, если они заблокированы или разрушены, именно силой нашего сознательного намерения, да? Развивая наше сознание, и мы можем, собственно, их восстанавливать. И сегодня у нас будет энергопрактика на эту тему. Вот, это энергетические центры человека, и они, как вы видите, бывают мужскими и женскими. Мужскими и женскими. То есть самая низшая чакра, первая, Муладхара, это мужская, затем третья, дальше пятая и седьмая, это мужские чакры, и затем вторая, четвертая, шестая, это женские чакры. Вот. Поэтому смотрите, что это имеется, женская чакра, мужская чакра, как это понимать? Дело в том, что в нас, в каждом человеке есть мужская сила, да, или мужской аспект и женский аспект, да, то есть, как сказать, 50 на 50. То есть, например, как это понять? То есть почему, вы скажете, у мужчины может быть женская энергия? Потому что если бы не было, например, у мужчины мудрость, креативность, это все женская энергия, понимаете? А мужская энергия – это что? Это воля, это вот именно постановка целей и достижения, монотонный труд, монотонность, вот такая, сказать, систематичность, вот это все проявление мужской энергии. Вот, поэтому очень важно прокачивать в себе и мужскую энергию, и женскую энергию. К сожалению, у многих женщин превалирует, например, мужская энергия. То есть что это значит? Это хорошо или плохо? Ну, это нехорошо, потому что когда у женщины превалирует мужская энергия, это говорит о том, что она не прокачала свою женскую энергию, у нее не хватает креативности, у нее не хватает именно вот такой мудрости, да, и вот этих качеств, которые есть именно вот у женской энергии. Вот, то есть они могут подавлять своей мужской энергией, собственно, своего супруга, партнера, детей, вот, и что есть, что не есть хорошо. Да? Далее, поэтому очень важно прокачивать в себе как женские, так и мужские энергии. Так, ну, значит, самая нижняя или первая чакра,
Муладхара смотрит вниз, верхняя чакра, Сарасрара смотрит вверх. Эти две чакры работают в паре. То есть если у человека заблокирована 7-я чакра верхняя, он, значит, что? Он больше погружен вот именно в материальный мир, в материальные вопросы. Он находится, в общем-то, в состоянии выживания, да, заземленный такой человек. Его больше интересуют финансовые вопросы, материальные вопросы, выживание. Если, наоборот, у человека заблокирована нижняя чакра и открыта 7-я чакра, то этот человек, наоборот, будет очень духовным человеком, но у него будет безразличие к материальному миру и всем его проявлениям, там, к своему питанию, к условиям жизни и так далее. Поэтому, как вы понимаете, очень важно, чтобы все было в балансе, все чакры были открыты. Для чего? Для того, чтобы обмениваться энергией, потому что когда когда энергия застаивается в теле, то возникают у нас всякие симптомы и болезни. Так, минуточку. Так, ну что, давайте теперь я расскажу про курс «Детская психосоматика». Для чего этот курс? Для того, чтобы стать осознанной и осознанно относиться к своим детям. То есть дети пришли в этот мир и являются отдельной душой со своим опытом, со своими уроками, со своим планом души. Поэтому, когда женщина, мать относится к своему ребенку как к своей принадлежности, то тем самым она, в общем, не дает ему развиваться. Очень важно это осознать. Но, тем не менее, до 7 лет ребенок находится в ауре, вот именно в энергии матери. Поэтому тоже важно понимать, что мать должна быть осознанной и находить возможности для ресурсности и наполнения себя энергией. Эти знания на курсе, они помогут создать гармоничные отношения как с ребенком, как с супругом, с родителями, и так, на работе, везде. И, конечно, можно зарабатывать на своих знаниях, можно прорабатывать других людей, детей и получать дополнительный доход. И тем самым служить людям для их блага. Коротко расскажу о модулях курса. То есть 4 модуля, у нас тут перинатальные травмы мы будем рассматривать, то есть программы, которые заложены до рождения ребенка. И как их прорабатывать? Второй модуль – детские заболевания у детей до 14 лет, когда он находится именно под сильным воздействием матери, родителей. Третий модуль – детские заболевания, подростковый период, взрослая жизнь. И 4-й модуль – я осознанная мама и как наполнять себя энергией и ресурсом. Вот. На этом курсе будет очень много практик, и мы будем на каждом модуле прорабатывать, делать разные практики, встречаться и делать эти практики после занятий. И, конечно, делать проработки на разные запросы. То есть мы будем вначале прорабатывать маму, потому что если мама не проработанная, то, естественно, у ребенка будут всякие проблемы со здоровьем, да? Поэтому прорабатываем маму, ее детские травмы, состояние, и затем уже через маму мы работаем с ребенком. Так, второй курс, новый курс – это курс родология. Тоже состоит из 4 модулей, которые вы пройдете за 4 недели. Здесь мы будем прорабатывать отношения с мамой, детскими травмами, с папой и детскими травмами, связанными с ним.
Отношения, финансы, также мощные практики, очень много практик. И доступ в чат курса, где всегда можно будет получить ответ на все ваши вопросы. Содержание курса. Первый модуль – сила рода, законы рода, для чего они нужны. Второй модуль – мамотерапия, женский аспект, мудрость, созидание, любовь. Здесь мы будем прорабатывать именно женский аспект. Третий модуль – папотерапия и мужской аспект – сила, границы, сексуальность. Четвертый модуль – новое я, изобилие, богатство, предназначение. Вот такие 4 модуля, 8 занятий и очень много практик, 8 плюс практик по каждому модулю. Вот такие 2 новых курса. Запустятся, стартуют в январе следующего года. Поэтому вот в этом году вы можете уже забронировать курс по этой цене, так сказать, в новом году цена уже будет другая. И теперь мы сделаем с вами энергопрактику. Вы готовы? Так, энергопрактика на функциональность чакр и корректность работы с внешней энергосистемой обмена с пространством. Так, давайте я сейчас... Располагайтесь удобно. Располагайтесь удобно. Можете откинуться на спинку стула или лечь, как вам удобно. Руки, ноги не скрещиваем. Сделайте несколько осознанных вдохов. И осознанных выдохов. Вдох с паузами. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ваши стопы находятся на полу, чтобы вы чувствовали опору под собой. И теперь закройте глаза, если они у вас еще не закрыты. И направьте свой внутренний взор в свое внутреннее пространство. И на внутреннем экране представьте себя как свое сознание и свой круг обмена энергией в виде какого-то столба энергии или потока. Можете представить, как водопад воды, как вам удобно. И поставьте намерение. Я хочу увидеть себя как сознание энергопотоков внутри себя. Закройте глаза и поставьте намерение. Я повторяю.
про себя проговорите. Я хочу увидеть себя как сознание энергопотоков внутри себя. И теперь с вашим внутренним взором начинайте рассматривать внутреннее пространство, ощущения внутри себя, какая плотность энергии, плотная, вязкая, качество, цвет, какого цвета, какое там движение происходит, с какой скоростью. Почувствуйте это движение внутри себя. Почувствуйте эту энергию как поток, водопад, плотность этой энергии, качество, свет, цвет, скорость движения. Ощутите это. Дышим. Вдох, выдох. Чувствуем энергию. И теперь мы пойдем по чакральной системе. Снизу вверх. Первая чакра. Копчик. Почувствуйте свою первую чакру, самую нижнюю чакру. Копчик и связь с землей. Почувствуйте, какая у нее связь с землей. Как ваш копчик, представьте, как в виде корней, которые выходят через ноги, вниз, к центру земли. Просматриваем канал, как движется энергия. В первой чакре, как она связана с землей. Смотрим. Также ощущаем эту энергию, ее качество, плотность, вязкость, цвет, скорость движения. Прочувствуйте. Движемся дальше. Вторая чакра. Желание. В этой чакре хранятся ваши желания, сексуальная энергия. Просматриваем качество энергии, как она движется, какая у нее плотность, скорость движения, цвет. Сильная она или слабая. Есть ли там свет или она затемненная.
Движемся дальше. Третья чакра, воля. Смотрим на эту чакру, движение энергии, плотность энергии, светлая она или темная, какого цвета, есть ли там блок. Запоминайте. Двигаемся дальше, поднимаемся вверх к четвертой чакре. Любовь и знание сердца. Какая там энергия? Какое качество? Цвет, плотность, ширина потока. Запоминаем. Поднимаемся дальше. Пятая чакра. Проявление себя. Как вы себя проявляете? Сколько там энергии? Какого она качества? Какой там канал? Есть ли там блоки или нет? Свободно ли течет энергия? Запоминаем. Двигаемся дальше. Шестая чакра. Ум, ментальное поле. Что вы там ощущаете? Как движется энергия? Какая ее сила, плотность, качество? И поднимаемся дальше к седьмой чакре. Канал соединения с собой. Смотрим на эту чакру, на этот канал. Какой он? Широкий, узкий, светлый, темный. Какого цвета? Какая плотность? Открыт он или закрыт, или недостаточно открыт? Запоминаем. И теперь переводим ваше внимание на общий план внутри себя. Смотрим на все чакры вместе. И смотрим, все ли они целые, открытые, светлые. Есть ли там какие-то блоки, пробоины, где-то давление. Смотрим на весь чакральный канал и оцениваем, все ли там гармонично и функционально работает как целостная система, идет ли там энергообмен. Увидели?
Вы можете задать себе вопрос, например, если где-то есть какие-то пробоины, с чем это связано или с кем это связано. Задайте себе вопрос: я отдаю больше или принимаю больше? Или этот энергообмен равный? Можете задавать себе вопросы, например, к какой сфере моей жизни это относится? То есть каждая чакра, она связана с какой-то сферой жизни. Например, проявление воли, проявление себя, любовь и знания. Что я не понимаю? К вам могут приходить какие-то осознания, инсайты. Можете задавать другие вопросы. И вы получите ответ сейчас. Можете еще раз посмотреть все чакры с первой до последней. Пройтись по каждой, посмотреть. Или сфокусироваться на какой-то, чтобы понять, что там не так, может быть, какого цвета, качества энергии, скорость движения. И дайте себе намерение, поставьте намерение. Я ставлю намерение, чтобы закрыть все прорехи или сбои и наладить гармоничный энергообмен системы в моем теле с пространством. В самой мягкой возможной форме для меня. И сейчас вы можете починить, исправить, если у вас есть какие-то прорехи, блоки, силой этого намерения, направляя луч света в то место. И вы увидите, как энергия потечет свободно, и вы сможете исправить, починить энергией то место прямо сейчас. Наблюдайте за этим процессом, дышите. И когда вы будете готовы, закончите,
Можете возвращаться здесь и сейчас.